А в этом выпуске я смотрю аргентинское суперклассику, прячусь от полицейского вертолета, а также мы посетили необычное кладбище Чакарита. Поставьте лайк этому выпуску прямо сейчас, чтобы не отвлекаться, и приятного просмотра! Ребята, мы сегодня с самого утра сходили в больницу, поставили прививку Теечке, а дальше мы вроде как идем домой, но, не знаю, у меня настроение такое, что прям горы свернуть охота. Что-нибудь сегодня точно сделаю, либо приятное, либо продуктивное, а скорее всего меня хватит и на то, и на то. Дашуль, что, как у тебя дела? Спать хочу. Спать хочется? Почему? Не слышу. Потому что не выспалась. А что, дочка разве плохо спит? Нет, я просто плохо сплю. Вот так вот. Ну, не знаю, у нас на самом деле ночью работает кондер. В квартире такая прохладная обстановка, то есть спать, по идее, хорошо. А днем на улице... Сегодня, по крайней мере, будет плюс 30. Вот, поэтому вообще прекрасная погода, чтобы гулять, наслаждаться жизнью. Сегодня у нас последний день лета. Кстати, школьники уже вышли на учебу. Но я думаю, что на самом деле лето еще, ну именно погодное лето, еще продлится. По крайней мере, вот сейчас плюс 30. Шикарно. Мы уже на самом деле адаптировались к такой погоде, к такой температуре. Это не кажется для нас много. Даже наоборот, когда типа на улице там 24-25, кажется, что ничего себе, даже как-то свежо. Человек такое животное, ко всему привыкает. Ребята, доброе утро. У нас еще довольно ранний час. Ребенок у нас проснулась, поела, легла дальше спать, а мы, так сказать, взрослые, пока дети спят. Мы завтракаем на балконе. Давно мы здесь не отдыхали, не были. Было очень жарко просто. Наконец-то вот с утра есть возможность действительно посидеть и с видом на город вкусить чудесный завтрак. Дашуля тут наготовила. Сегодня у нас в планах решение деловых вопросов, прогулка и бюрократические всякие задачи. Сейчас звонок был в домофон, кто-то пришел, в общем, я спустился, а это приехал курьер, привез мне вот такой пакетик. Вот. И что ж там такое? Спросила у меня Даша. Сейчас посмотрим, сказал я. Рвем, открываем, а там Mercado Pago. Это карточка платежная. Я зарегистрировался в этом приложении, как только получил ДНИ. Это платежная система типа Яндекс.Деньги, наверное, можно так сказать. То есть это не банк какой-то, а именно платежная система. Вот. И кстати, очень удобная. Во всех магазинах можно ей оплатить. Вот. Поэтому проще регистрироваться, чем в банке. Не надо платить никакую комиссию. И вот такой вот набор. И вот такая карта. Все, теперь можно не таскать кучу налички, а просто оплачивать безналом. Ну что, ребят, мы после завтрака поехали на встречу деловую. Мы подключили к работе еще одну управляющую компанию. Теперь у нас будет еще больше выбор жилья. Напомню, кто не знал, кто не помнит, мы здесь занимаемся длительной арендой недвижимости, предоставляем для русскоязычных людей
внятный, понятный, удобный сервис по поиску недвижимости в аренду без дополнительных комиссий. Нам очень не нравится, как русские на русских зарабатывают тут втридорога, выставляя цены. И мы решили сделать хороший, удобный, понятный и честный сервис недвижимости. Вот ссылочка внизу. Переходите, если вам это интересно. Вот, значит, подключив дополнительного партнера, дополнительную управляющую компанию, мы отправились, перекусили, пообедали. Кстати, вот местную эту сосиску чорисо заказали. Ну, прикольно, вкусно. Вот. И особенно вот когда она сделана на углях, это вообще, это просто обалденно. И после обеда отправляемся наконец-то в место, куда давно хотели попасть. Это кладбище Чакарита. Район как раз Чакарита, и кладбище, соответственно, называется также. Оно очень большое, оно в разы больше кладбища Реколета. И это можно прямо на карте увидеть. Вот. Но отправляемся мы туда не одни. У нас будет компания. Тут, видимо, мемориальная доска, но тут надо перевести. Просто интересно, что здесь, видимо, года смерти и не поименно, а типа мужчина, женщина, мужчина, женщина. То есть прям дни смерти. Ну, кажется, вот и наша компания. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет. 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 Федор Васильевич. Здрасте. Вот такой вот человек. Вы, Валю, видели в выпуске, где мы ходили смотреть на регату в китайский Новый год, а здесь уже все. Нет живота, есть человек. В общем, быстро все меняется, очень динамично. Не очень явно понятно, где вход, но, наверное... ну да, похоже на то. Тут какая-то реконструкция, видимо, идет. Слушайте, ну первое впечатление прям интересное. Я думал, что здесь все-таки менее масштабно. Блин, здесь еще больше эти мемориалы, чем на кладбище Реколета. Народу меньше. И как-то вот прямо уютнее. Пока что первое впечатление прям очень даже. Ну, как гласит история, это кладбище обязано эпидемией желтой лихорадки, когда в конце 19 века она разбушевалась на территории Аргентины, Буэнос-Айреса. Существующие кладбища не могли справиться с притоком умерших, а на Реколете отказались хоронить жертв такой эпидемии. В итоге студенты захватили участок земли, где и началось, разродилось вот это кладбище. И в конце 19 века его официально признали. Теперь оно является общедоступным, здесь хоронят и до сих пор, но местные покойники менее звездных статусов, чем на Реколете. Да, все-таки, несмотря на размеры, видимо, из-за того, что здесь менее звездные покойники, кладбище, конечно, такое, подубитое, неухоженное. Понятно, что обо всем об этом надо заботиться. Здесь как-то с этим такое. Но зато атмосфера более натуральная и более естественная. Тебе не кажется странным, что мы
постоянно водим наших маленьких детей на кладбище. А что еще им делать в данном возрасте? Тихо и спокойно. Ну да. Не на регату же ходить. Вот непонятно. Пантеон Сан-Игнасио. Как ты думаешь, это захоронение Пантеон, для я целой думаю, да. семьи? Для целого клана? Мы всегда можем разведать. Я загуглила. Но Так пойдем зайдем уже перед нами. пока ничего не могу понять. Ну, видимо, здесь разная такая система захоронений. У кого-то, значит, большой, красивый вот такой вот монумент. Кто-то расположен на вполне себе обычном кладбище, то есть могилки, а кто-то вот в таких пантеонах, то есть в таких галереях внутри находятся, давайте назовем их, камеры хранения. Вот. И здесь несколько этажей, вверх, вниз. Вот. И, в общем, в разные даты здесь, вот в этих ячейках, только я не знаю, там либо какие-то прям трупы лежат, либо все-таки урны стоят. Вот. Ну, сидит человек, по крайней мере, охраняет. Ты вчера было 3 месяца, а сегодня это ее первый дождь. Ребенок, как тебе дождь? Дождь. Так себе. Как тебе? Как и ветер, да? Да не факт. Раз уж пришли, надо сходить вниз. Интересно же. Тут прям вообще никого, кроме Васи. Тишина. Такая немножко атмосфера прям это жутковатая, да. Притом вот здесь, видимо, не урны, а прям тела, потому что большие ячейки. Той тележки привозят. Даже тележка стоит. Ну-ка. Кто это? Союзники еще. Ну да. Ладно. Хочется выйти отсюда. В общем, интересное устройство, вот вообще организация всего этого кладбища, потому что я, честно признаюсь, я такого не видел, чтобы вот такие большие галереи под землей с ячеистой системой. Интересно. Вот. Ну, а получается сверху парк, вот такой, все ухожено, чистенько. Вот. Интересно, это по-другому прямо. Мы тут застряли немножко на кладбище, дождь пошел. Вот, стоим возле 17-й галереи, не знаем, куда идти, что делать. Дождь идет. Вот. Решили такси заказать сразу на кладбище, сразу вот к 17-му гейту галереи, в смысле. Вот, ну вот не знаю, сейчас приедет, не приедет. Ну, будет классно, если у него реально получится заехать вот прям вот, так сказать, почти что туда. Вот. Расскажи еще раз. За нами приедет Амар Джесус. На кладбище. Да. Да. Аллилуйя. Аллилуйя. Сам Иисус едет за Василием. Все-таки, да, очень интересно, сможет ли таксист подъехать прямо вот сюда, к склепам, к этим. А еще забавно, кстати, ребят, что, ну, типа, пункт стартовый и пункт назначения, куда мы едем. С кладбища в пивнуху, да. Мы едем на пивоварню. Ушедшие русские. Крейзи. Кстати, да, он, похоже, заехал.
Сейчас посмотрим, как он по местным улицам проедет. Прикольно. Реально все получилось. Все, он подъезжает. Поехали в пивнуху. Ребята, это, конечно, нечто. Я рад вообще присутствовать даже при таких событиях. Сегодня Эль Классико среди аргентинских команд. Ривер Плейт играет против Бока Хуниорс. Это просто мега-дерби между лютыми, заядлыми соперниками. Так сейчас я пошел за мясом в магазин через 3 квартала, вот как раз в сторону стадиона. Я понял, что, наверное, не вовремя. Во-первых, магазин закрылся. А во-вторых, я назад пробирался через какую-то толпу фанатов. ОМОН, который уже готов, ну там, стоял готовый с щитами. Я прям чуть ли не между ними проходил. Дошел до дома, а тут перекрывали прям все маленькие улицы, потому что по главной, вот по Либертадору, должна ехать команда. И смотрите, в каком сопровождении. Команду сопровождает полицейский вертолет. Так мне было интересно посмотреть, что там такое происходит. Я поднялся на крышу дома, вышел на самую крышу. И когда уже снимал, как едет команда соперников, увидел, что между домами летает вертолет. Я подумал, блин, они сейчас подумают, что я снайпер какой-нибудь. И я забегал в дом, так за укрытие, чтобы меня не было видно, чтобы вертолет меня не засек. Вот, и когда он пролетал, я снова выходил на крышу и снова снимал все для вас. Вообще, это, конечно, шикарная съемка получилась. А какие впечатления? Сегодня будет большой день, мега-дерби. Будем смотреть футбол. Раздери меня гром, тысячи копов внизу. А это что такое? Полиция, надпись на вертушке. Бежим, кажется, нас засекли. Надо срочно в укрытие. Фу, еле успел, это было чертовски опасно. Кажется, он пролетел мимо. Ну что, ребят, футбол идет, футбол красивый, интересный, пока еще 0-0, но, по крайней мере, чувствуется масштабность этого события. Я смотрю, подключившись к российскому VPN, я смотрю на ОККО матч, который у меня проходит здесь. Потому что на, скажем так, лицензионных площадках невозможно посмотреть, а в России лицензионных не осталось. Вот. Короче говоря, смотрю через Россию матч, который у меня тут в 15 минутах от дома. Ну-ка, ну-ка. Ну! Вот, у меня вино, всякие вкусные вкусности, сыры, хамон. Вот там вот где-то у меня и сыры, и оливки. Вот, в общем, хороший такой аргентинский стол. Вот, сегодня у всей Аргентины, у всего Буэнос-Айреса такой маленький праздник. Хороший такой выходной. Все, вперед! Ну что, 1-0. Ривер Плейт забивает только что в начале второго тайма. Народ гудит.
красиво, ярко, шумно. На самом деле, я сегодня болею за River Plate, именно потому, что мы живем в этом районе, мы видим всю эту атмосферу, и мы можем ее прочувствовать. Я очень хочу сходить на матч, к сожалению, с этим есть какие-то трудности, чтобы сходить надо то ли иметь абонемент, то ли там каким-то образом, ну, в общем, как-то сложно надо покупать этот билет. Ребята, аргентинцы, амигос, помогите. Я очень хочу сходить на футбол, и лучше, если это будет с кем-нибудь из вас. Это будет максимально интересно. Поэтому, если готовы взять меня на матч, вообще, я руками и ногами за. Притом не только на River Plate, но я бы сходил еще и на Бомбонеру, на матч Бока Хуниорс, чтобы оценить атмосферу там и составить полную картину. Поэтому для всех предложений открыт. Если есть возможность, составлю вам компанию и немножко расскажу об этом. Ну а пока смотрим красивый футбол. Амигос, если вы меня не очень поняли, я скажу вам на испанском. Quiero ver fútbol en el estadio. Llévame contigo. Gracias. Ну что, ребят, матч закончился со счетом 1-1. Это был достаточно такой жесткий матч, абсолютно не джентльменский. Это была игра прям за победу. Но если счет равный, видимо, игра была равная. Единственное, что я понял, потрясающая атмосфера на стадионе, ее передавали прямо во время трансляции. Ну и я вижу, с каким настроением люди возвращаются, еще раз подтверждая свое желание попасть на футбол, на стадион.